История трансатлантического пассажирского парохода «Карпатио». Судно «Карпатио» – это трансатлантический пассажирский пароход компании Cunard Line, построенный Свон Хантер на верфи в Англии. «Карпатио» сделала свой первый рейс в 1903 году из Ливерпуля в Бостон и продолжал на этом маршруте до его передачи в Средиземноморской службе в 1904 году. Судно «Карпатио» был 170 метров в длину, 19 метров в ширину. Он был спроектирован с 4 полными стальными палубами, стальной палубой для опор и мостовой палубой длиной 290 футов для пассажиров, салона и кают, с лодочной палубой, расположенной прямо над палубой мостика. Когда судно было завершено, ее вместимость была 1700 пассажиров. Несмотря на то, что это промежуточный лайнер, предназначенный в основном для путешественников второго и третьего класса, внутренние помещения «Карпатио» по-прежнему оставались довольно удобными и устанавливали стандарт для той эпохи. Обеденный салон описывался как оформленный в кремовых и золотых тонах, которые эффектно сочетались с богатой обивкой и мебелью из красного дерева, а также со старыми золотыми занавесками, закрывающими порты, и был увенчан куполом из цветного стекла под электрическим вентилятор для вентиляции. Жилые помещения второго класса также включали обшитую ореховыми панелями курительную, расположенную в кормовой рубке, и красивую библиотеку в носовой части палубы мостика. Судно «Карпатио» вышел из Нью-Йорка 11 апреля 1912 года и направился в Фиуме, Австро-Венгрия, ныне Риека, Хорватия. Ночью 14 апреля радист «Карпатио» Гарольд Коттам пропустил предыдущие сообщения с «Титаника», так как в это время находился на мостике. После того, как его смена закончилась в полночь, он продолжал слушать передатчик перед сном и получил сообщение с Кейп-Код, штат Массачусетс, о том, что у них есть частный трафик для «Титаника». Он подумал, что будет полезен, и в 0 часов 11 минут ночи 15 апреля отправил «Титанику» сообщение о том, что на Кейп-Коде есть движение. В ответ он получил от «Титаника» сигнал бедствия, в котором говорилось, что они столкнулись с айсбергом и нуждаются в немедленной и срочной помощи. Радист Гарольд Коттам доставил сообщение и координаты на мостик, где вахтенные офицеры поначалу скептически отнеслись к серьезности сигнала бедствия с «Титаника». Взволнованный, радист Коттам бросился вниз по лестнице в капитанскую каюту и разбудил капитана Артур Растрон, который немедленно отдал приказ развернуть корабль, а затем спросил радиста Гарольда Коттама, уверен ли он в этом. Был сигнал бедствия с «Титаника». Коттам сказал, что он действительно получил сигнал бедствия от «Титаника», который требует немедленной помощи. Капитан судна Артура Генри Растрон взял курс на «Титаник», послал за главным инженером и велел ему вызвать еще одну вахту кочегаров и сделать все возможное, чтобы добраться до «Титаника», поскольку он попал в беду. Растрон позже показал, что расстояние до «Титаника» было 107 километров, и он сможет доплыть до места затопления «Титаника» за 3,5 часа. Капитан судна «Карпатио» Растрон приказал отключить обогрев корабля и подать горячую воду, чтобы обеспечить как можно больше пара для двигателей, и имел дополнительных наблюдателей для обнаружения айсбергов. Радист Коттам тем временем сообщил «Титанику», что «Карпатио» приближается как можно быстрее, и что они рассчитывают достичь своего местоположения в течение 4 часов. Радист Коттам воздержался от посылки дополнительных сигналов после этого, пытаясь сохранить частоту сети для сигналов бедствия «Титаника». Судно «Карпатио» достигло края ледяного поля к 2 часам 45 минутам и в течение следующих 2 часов уклонялось от айсбергов, когда маленькие грохоты льда ударялись по пластинам корпуса судна «Карпатио». Судно «Карпатио» прибыло на место бедствия в 4 часа ровно утра, примерно через час-полтора после того, как «Титаник» затонул.
В течение следующих 4,5 часов корабль спас 705 оставшихся в живых после катастрофы из «Титаника» с 20 спасательных шлюпок. Выжившим выдали одеяло и кофе, а затем стюарды проводили в столовые. Другие вышли на палубу, чтобы осмотреть океан в поисках каких-либо признаков своих близких. На протяжении всего процесса спасения пассажиры «Карпатии» помогали всем, чем могли, предлагая теплую пищу, напитки, одеяло, ночлег и слова утешения. К 9 часам ровно последний выживший был поднят со спасательных шлюпок, и капитан судна «Растрон» отдал приказ отплыть из этого района. Судно «Бвайрма» находилось поблизости и предлагало товары «Карпатию», но их операторы радиосвязи сказали заткнуться из-за того, что Бирма не использовала радиоприемник Маркони. После рассмотрения вариантов высадки пассажиров, включая Азорские острова и Галифакс, капитан «Растрон» проконсультировался с Брюсом Исмеем и в конечном итоге принял решение высадить выживших в Нью-Йорке, первоначальном пункте назначения «Титаник». Новости о катастрофе быстро распространились по берегу, и скромная Карпатия стала центром пристального внимания средств массовой информации, поскольку она двигалась на запад, в сторону Нью-Йорка со средней скоростью 14 узлов. Сотни беспроводных сообщений отправлялись с мыса Рейс и других береговых станций, адресованных капитану «Растрону» от родственников «Титаника». Пассажиры и журналисты, требующие подробностей в обмен на деньги. Капитан «Растрон» распорядился, чтобы никакие новости не передавались напрямую в прессу, передав такие обязанности офисам White Star, поскольку радист Котэм предоставил подробности родственному кораблю «Титаника» «Олимпик». Карпатия прибыла в Нью-Йорк вечером в четверг, 18 апреля 1912 года под проливным дождем. За свои спасательные работы экипаж «Карпатии» был награжден несколькими медалями от выживших. Члены экипажа были награждены бронзовыми медалями, офицерами – серебряными, а капитан «Растрон» – серебряным кубком и золотой медалью, подаренными Маргарет Молли Браун. Капитан судна «Растрон» был посвящен в рыцари королем Георгом V, а позже был гостем президента Уильяма Ховарда Тафта в Белом доме, где ему была вручена золотая медаль Конгресса, высшая награда, которую Конгресс Соединенных Штатов мог вручить человеку. Йосип Кар из Цриквеницы, нынешняя Хорватия, был 18-летним официантом на борту «Карпатии». После участия в спасательных операциях он сохранил спасательный жилет «Титаник» в качестве сувенира и подарил его в 1938 году Морскому и историческому музею хорватского побережья в Риеке. Это один из 5 известных и подтвержденных подлинных спасательных жилетов с «Титаника» и единственный сохранившийся и постоянно выставленный на обозрение в Европе. Во время Первой мировой войны Карпатия была использована для передачи канадских и американских экспедиционных сил в Европу. По крайней мере, некоторые из ее рейсов проходили в конвое, плывущем из Нью-Йорка через Галифакс в Ливерпуль и Глазго. Среди ее пассажиров в годы войны был Фрэнк Баклс, который стал последним выжившим американским ветераном Великой войны. 15 июля 1918 года Карпатия отправилась из Ливерпуля в Колония, направлявшейся в Бостон, на борту которой находилось 57 пассажиров, 36 седанов и 21 штурман, и 166 членов экипажа. Конвой двигался зигзагообразным курсом вместе с эскортом в соответствии с процедурами предотвращения нападений с подводных лодок. Эскорт покинул колонну рано утром 17 июля, и колонна была разрезана пополам. Карпатия продолжила свой путь на запад вместе с 6 другими кораблями и, будучи самым большим кораблем в конвое, взяла на себя роль корабля Коммодора. 3,5 часа спустя, в 9 часов 15 минут, во время плавания на юго-западных подходах, по левому борту была замечена приближающаяся торпеда. Двигатели были брошены на полную корму, а штурвал повернут к правому борту,
но было слишком поздно, чтобы избежать торпеды. Судно «Карпатия» была торпедирована возле люка на левом борту подводной лодкой императорского флота Германии СМ Ю-55, за которой последовала вторая, которая проникла в машинное отделение, убив 3 пожарных и 2 триммеров и фактически лишив ее способности уйти, поскольку двигатели вышли из строя из-за второго удара торпеды. Взрыв серьезно повредил электрическое оборудование «Карпатии», включая радиоаппаратуру, а также 2 спасательные шлюпки. В результате капитан Уильям Протеро, командующий «Карпатией» с 1916 года, подал сигнал другим кораблям конвоя, чтобы они отправили беспроводные сообщения с помощью флагов. Затем он запустил ракеты, чтобы привлечь внимание находившихся поблизости патрульных катеров. Оставшийся конвой на полной скорости уплыл, уклоняясь от подводной лодки. Когда «Карпатия» начала оседать головой и крениться в порт, капитан Уильям Протеро отдал приказ покинуть корабль. Все пассажиры и оставшиеся в живых члены экипажа сели на 11 спасательных шлюпок, когда «Карпатия» затонула. Было 218 выживших из 223 на борту. Когда пассажиры и команда высадились на берег, Протеро, старший офицер, первый и второй офицеры и артиллеристы остались на тонущем корабле, следя за тем, чтобы все конфиденциальные книги и документы были выброшены за борт. Затем капитан дал знак одной из спасательных шлюпок подойти к борту, и он и остальные члены экипажа покинули свой корабль. Подводная лодка Ю-55 всплыла и выпустила 3-ю торпеду по кораблю возле комнаты наводчика, что привело к мощному взрыву, обреченному на смерть судну «Карпатии». Подводная лодка Ю-55 начала приближаться к спасательным шлюпкам, когда на место происшествия прибыло судно класса «Азалия Снаудроп» и отвлек подводную лодку с перестрелкой, прежде чем забрать выживших из «Карпатии» около 13 часов ровно. Судно «Снаудроп» вернулось в Ливерпуль с катером выживших вечером 18 июля. В 2000 году американский писатель и ныряльщик Клайв Каслер объявил, что его организация «Ньюма» обнаружила истинные затонувшие корабли «Карпатии» весной того же года на глубине 150 метров. Было обнаружено, что «Карпатия» приземлилась на морское дно. Обломки корабля «Карпатио» принадлежат компании Premier Exhibitions, ранее называвшейся «Титаник», которая планирует извлечь предметы из обломков.